Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я приглашаю вас на общий расклад Таро для мужчин и для женщин на тему, что поменяется в вашей жизни. Что изменится в вашей жизни. Какие перемены на пороге. Постараемся провести этот расклад в формате цыганского чтения, цыганского гадания. Но, естественно, мы посмотрим по традиции, начнем с того, что посмотрим вашу ситуацию, кто пришел на расклад, как видят вас карты Таро. Возможно, как видят карты Таро вашу ситуацию, и посмотрим, что было, что есть, что будет, что приходит, что уходит, чем сердце успокоится. Ну и, возможно, посмотрим еще подсказки, советы высших сил. Все это будет, естественно, как всегда, из потока. И будем обращать внимание на то, что будет давать поток. Так, давайте посмотрим, кто пришел на расклад. На расклад пришел человек, который идет к успеху. Ну и, возможно, если вы можете назвать себя успешным человеком, в принципе, тоже, да, так, да. Как минимум можно сказать, что вы такой человек, который уже многого добились. И добились своими силами, да, своими руками, своими усилиями, стараниями. Но и у вас еще много чего впереди. Вам есть куда идти, есть к чему стремиться, есть что достигать. И, может быть, вы немножечко так устали сейчас, да, сейчас, на данный момент, вот когда смотрите, да, вот, может, перед сном смотрите, может быть, на перерыве где-то между работой какой-то, да. И вам хочется отдохнуть, но вам есть куда идти. Вот так вот. Ну и можно вас назвать достигатором, да, таким. Окей. Так, человек, вы целеустремленный, но что-то вас сейчас тревожит. Смотрите, вам бы отдохнуть, а тревоги есть, беспокойство есть. И действительно есть куда целиться, есть еще цель, то, что я сказал, вам есть куда идти. Вот она цель, видите. Вы прям достаете эту руну Тивас или Тейвас. И есть куда, как говорится, открывать дороги. Есть к чему открывать дороги. Или есть для чего, для кого открывать дороги. Может, там для себя, для отношений, для детей, для бизнеса. Да, вот есть к чему стремиться все-таки. Но вас что-то беспокоит. Окей, тревожит, беспокоит. И как будто бы такое ощущение... Я выбачаюсь. Такое ощущение, что вот вы только настроитесь на отдых, вот даже кашель, да, вот он вроде бы как отвлекает вас, и если он вас раздражает, да, то это говорит о том, что вам хочется отдохнуть, а вам мешают отдыхать. Ну, смотрим дальше. Здесь рыцарь Пентаклей. Вы немножко как бы остановились, вы достигли чего-то, ищете новую цель. Вы человек, который ищет новую цель. Тревоги, которые у вас есть, они связаны как минимум с работой, с семьей. Это часто семейная карта. Но на первом месте работа, на втором семья где-то. Ну и на третьем может быть здоровье. Но, естественно, у вас будет здоровье немножко как бы напрягать. Если вы постоянно тревожитесь и много работаете, это логично, оно взаимосвязано. Но центральная карта здесь у вас, она о паузе, о выдержке. И
Мне, знаете, такое ощущение, что вам действительно вы идете к какой-то цели, вы немножко подустали, остановились, думаете, идти, не идти, надо вам оно или не надо, нужно эти усилия прилагать или не нужно. Ну, сейчас будем смотреть. И тревожитесь из-за этого, может быть, даже нервничаете. Раздражаетесь, ссоритесь с кем-то, конфликтуете, да, вот такое идет. Может быть, какие-то есть немножко неприятности на работе, почему-то мне идет отсюда поток такой. Я вам так скажу, что, во-первых, вам нужно хорошо отдохнуть. Вопрос в энергиях. Первая карта энергетическая, и вторая, ну, карта как бы тоже энергетическая, которая о старшем аркане. Видите, как интересно выпадает. У вас получается напряжение очень сильное. Вы вкладываетесь в свой путь. Очень, ну, давайте так скажем, сильно вкладываетесь, да? И цель у вас, она такая достаточно серьезная. И сил вам нужно много. И у вас-то и будет все хорошо, по идее. Сейчас посмотрим, как бы вы как минимум надеетесь, что у вас получится достигнуть той цели. То есть у вас есть какой-то волшебный инструмент, волшебный лук, волшебные стрелы, да, которые помогут вам достичь той цели, к которой вы стремитесь. Хорошо. И вам нужно просто набраться сил, набраться энергии. Да, вот этот момент важен здесь. Может быть, вам нужно немножко поработать с частотами. Есть такое понятие частотная корректировка энергетик. Может быть, как-то даже, может, с вами обряд проведем, но это надо время настроиться мне и для вас, да, как-то, ну, чтобы оно совпало. И поработать с частотами вам. Вам нужна энергия огня. Вот почему-то у меня идет. То есть вот руна Соло вам бы пошла очень хорошо. Руна Урус тоже даже пошла бы хорошо. Ну что еще по огненным? По огненным может быть еще помимо Соло даже Кано очень хорошо бы поработала с вами. То есть давайте так. Урус, Соло и Кано. А вот так. Но вы идете к успеху. Смотрите, девятка жезлов на девятку пентаклей. Вы идете к успеху, к богатству, к достатку, к прибавлению денег. Ищите пути, ищите способы. Как минимум у меня такое ощущение, да, вас что-то может тревожить, но цель ваша, она ясна для вас, это успех, богатство, достаток, счастливая жизнь. Очень хорошая комбинация здесь. И меня здесь этот паш, ну, особо он не напрягает. Ну, посмотрим, может это какие-то враги ваши, а может быть это действительно цель, которая не дает вам покоя. Вот хотите вы там, я не знаю, ну, с ума сходите по какой-то цели. Ну, может там на Луну слетать, да, как вариант, да, но на Солнце ж не полетишь, да. Поэтому давайте так скажем. Ситуация такая. Вы подустали сильно. Вас сильно угнетает, раздражает кто-то или что-то. И есть путь, по которому вы идете. Есть много усилий. Есть надежды на успех. И есть даже какие-то, может быть, первые предвестники успеха, удачи, богатства, денег, обеспеченности, покупки, может быть, даже какой-то важной в вашей жизни. Сейчас у вас может быть такая ситуация, что все остановилось. Вот прямо сейчас. И ничего не двигается. Но, учитывая то, что у вас есть цель, это не говорит о том, что оно дальше не пойдет. Это не говорит об этом. Это может говорить о том, что оно просто на паузе стоит, не двигается, потому что не надо вам пока что еще, да. Хорошо, давайте еще подсказку духа посмотрим. Подсказку духа.
А как дух или высшие силы, или ваш бог, которого вы верите, или ангелы-хранители, ну вот высшие, которых вы верите, как они видят эту ситуацию? Отлично видят, говорят, продолжай, не останавливайся. Все классно. Нет проблем. Да, тебе надо прилагать усилия, но тебе нужно и иногда делать паузу, отдыхать. И смотрите, дух говорит, работай, учись, трудись, продолжай двигаться вперед, развивайся, самосовершенствуйся, стремись к чему-то новому, стремись к знанию, особенно вот знание, свет, стремись к свету, все вот, стремись к свету, к солнцу. И руна Сола тебе даст. Руна Сола, руна Кано и руна Урус, но больше Сола здесь все-таки. Даст тебе и знания, и деньги, и успех, и свет. Можешь наносить на запястье, можешь купить себе оберег, можешь его заговорить, если у тебя хватит сил, намерения, да, если ты занимаешься этим, то есть оно тебе пойдет. Солнце тебе. Солнце станет твоим защитником, помощником. Может быть, больше будь на солнце, да, вот. Ну, в плане не то, что там 24/7, как говорится, да. Ну, не постоянно на солнце, а просто будь на солнце. То есть тебе витамин D сам по себе нужен, да, может быть. И получать именно вот эту прану, да, солнечную прану, солнечную энергию. Почему-то мне сейчас пришло, займись йогой. Побудь в тишине, отдохни. То есть вот ситуация и требует тебе набраться сил перед каким-то достижением. Хорошим достижением, ярким достижением. И знаешь, ты его достигнешь. Здесь смотри, 9 и тройка 12. 12 это висящая, висящая это, ну, как бы такая связь, которая по-любому даст тебе результат. Да? Давайте посмотрим, что вы уже достигли. Немножко в прошлое посмотрим ваше. Что вы уже успели достичь? Как карты видят вас. А ну давайте проверим. Что вы уже успели достичь? Вы уже преодолели какой-то барьер. И вы преодолели страхи. Какой-то страх вы от какого-то негатива избавились. Ну, от страха давайте избавились. Я выбачаюсь. Избавились от страха какого-то серьезного. Может быть, избавились от негативной родовой программы уже. От страха, от проблем по-женски, от проблем с женщиной. Ну, если вы мужчина, и даже если вы женщина, вы тоже могли избавиться от проблем с женщиной, да, например, там с какой-то там мама, сестра или какая-то женщина, которая... Вот оно в прошлом уже. Это вы уже достигли в прошлом. А теперь давайте посмотрим, вот что из прошлого вас до сих пор достает. И как раз мы с вами перепроверим вот эту карту. Да что ж такое сегодня, ну? Что вас из прошлого достает? Что из прошлого вас достает или кто? Ну, я так скажу. Если кто-то и достает, то тот, кто вторгался в ваши границы. И оно здесь очень симметрично, как родственно падает воздух с огнем. Во-первых, тот, кто нарушал в прошлом ваши границы. Здесь изображена женщина, но обычно это мужская карта. Ну, бог с ней. Пусть будет женщина, если вы видите, если вы знаете, что мужчина вторгался в ваши границы, пусть будет мужчина. И до сих пор достает несожженный мост какой-то. Ну, к примеру, почему так? Несожженный мост часто говорит, допустим, вот
от негатива избавились, а отвязку не сделали, да, вот это вот. То есть у вас есть незакрытая дверь, условно говоря, да, незакрытая дверь в прошлое. И вот это прошлое может вас, к сожалению, доставать. Ну, может, еще вас достает какой-то лучник или какая-то туристка, да. Ну, я имею в виду тот человек, который любит гулять, там, ходить много, да, или ходить в гости к вам, да. Ну, или, может быть, стрелять из лука или стрелять глазами, да. Может, какой-то это акробат, ну, такое что-то, да. Или тот человек, который балансирует между вашей реальностью и прошлой реальностью, между реальностью настоящего и прошлого. Хорошо, а давайте еще посмотрим, какова причина. Мы сейчас смотрим все прошлое. И я пользуюсь подсказками, да, вот ситуации, которая у вас сейчас. Причина вашей остановки в прошлом. Что вас остановило в прошлом? Что вас в прошлом остановило? Что в прошлом остановило вас? Ну или кто в прошлом остановил вас? Вас в прошлом остановил ангел-хранитель. Также это может быть человек, неважно, кто это, мужчина или женщина, знака зодиака Рак, Скорпион и Рыба. Но вас в прошлом остановили высшие силы. И, возможно, вас даже спасли, уберегли высшие силы от чего-то очень плохого. Вы были в какой-то ситуации очень такой опасной, рискованной. Может быть, какой-то уберегли от какого-то несчастного случая, но вы это знаете. Вы это знаете. Ну, точно знаете, потому что Луна, она как бы о достижении уже. То есть вы это прожили, да, осознанно прожили. Ну и Солнце, тут есть эта осознанность какая-то. И смотрите, здесь ангел-хранитель возле Солнца вас, прямо высшие силы берегут. Берегут у вас ангел-хранитель. Ну, я не знаю, в каких вы отношениях с вашим ангелом-хранителем. Вы можете поставить на паузу и написать в комментарии, в каких вы отношениях. Вот, написать не так, что там 2 слова, а напишите вот действительно, в каких вы отношениях с ангелом-хранителем. Да так напишите, чтобы ангел-хранитель услышал вас. Если вас ангел-хранитель услышит, вы увидите там сердечко. Ну, это так. Кстати, да. Вот, видите, как я лихо, да, из потока. Я поставлю вам сердечко, если это ангел-хранитель вам поставит сердечко моей рукой. Вот так. Окей. Хорошо. Солнце. Что вы успели осознать? Что вы уже успели осознать такое, ну прямо, что осенило вас? Это не осенило даже, а золотило, да. Ну, короче, что стало тем моментом осознания, как удар гонга, да. Вы почувствовали, как кто-то управляет вашей энергией. Вы почувствовали, как кто-то или что-то, вот что-то это оно здесь, вот этот вот ангел, это ж оно. Это не он и не она. Оно двуполое, да, или бесполое. Ну, вы почувствовали, что... Знаете, что вас озарило? Вот, озарило. Вы почувствовали и осознали, что можно управлять энергией, и что кто-то может управлять вашей энергией. То есть это может быть и в хорошем контексте. Вы почувствовали, что кто-то вот, знаете, вот есть люди, которые касаются энергетического поля, и ты это чувствуешь. Вот вы почувствовали, что кто-то может касаться вашей энергии и как-то взаимодействовать с ней. Также вы, может быть, почувствовали обмен энергией с мужчиной. И
Да, это иногда это и сексуальная связь, да, и осознание в сексуальном взаимодействии. И первично оно всегда происходит на уровне сексуального взаимодействия, потому что оно самое сильное и яркое, да, одно из самых сильных, кстати. Ну, оно не самое сильное, да, но одно из самых сильных, которое человек открывает в первую очередь, да, для себя, познает. Но это может быть и момент зачатия, рождения, да, может быть, вы помните момент своего рождения или пребывания в утробе. Такое тоже, кстати, может здесь быть в этом состоянии. И вы осознали взаимосвязь, и энергетический какой-то контакт у вас был. Вот такой мощный энергетический контакт. В общем, смотрите, что вы осознали? Вы осознали, что энергии реальны. Вот солнце свет – это свет Творца, а это управитель, сам паж жезлов, огонь на огонь падает. То есть, по сути, может быть, вы где-то или здорово обгорели на солнце, загорели, да, или действительно вас ангел-хранитель спас от пожара, там, от удушья, от какого-то, да, там, ну или чуть не угорели когда-то, вот такое вот, или кто-то вас спасал от чего-то плохого. Ну, этот спасатель, скорее всего, все-таки больше мужчина, чем женщина. Но смотрите, этот расклад общий. Может, вас действительно и женщина спасла, но опять-таки с большей долей вероятности здесь мужчина, да. Может, это отец был, может, какой-то дяденька, ну, мужчина прохожий там и так далее. Хорошо. Может, брат. Брат, да, такое тоже может быть. Я вижу эту девятку и понимаю, что это роскошь, да, с одной стороны. Но с другой стороны, это какое-то яркий предмет или что-то яркое материальное. Вот что самое яркое материальное было в вашей жизни? Ну, скорее всего, это ребенок. Скорее всего, паж пентаклей. И это еще, скорее всего, какой-то подарок. Яркий материальный подарок. Очень сильный. Очень, ну, как бы такое, очень сильное впечатление на вас произвел. Это то, что идет извне. То есть это вам не вы достали как-то, да, а вам как бы пришло как дар. Либо что-то отец подарил, либо муж, ну, отец ваших детей. Может быть, если вы мужчина, то это ваши дети. Это вот именно материальное в плане реализованное, материализовавшееся. Но больше это ребенок все равно. Ребенок и подарок, который пришел от мужчины вам. Неважно, кто вы, мужчина или женщина. Если вы мужчина, то это сама жизнь. Если вы женщина и родили, то это ребенок. Если не родили, то это сама жизнь, тоже, которая от мужчины идет, от отца. Ну, естественно, с мамой, но что-то тут у мамы какая-то темнота. Ну, ок. Хорошо. Давайте посмотрим, чему вы уже научились. Уже. Какое знание вам уже открыто. Или оно уже есть, но вы его не замечаете. Но женщина здесь, скорее всего, родила ребенка все-таки. Видите, и беременность тут есть, и контачат эти две карты, они. Эта карта с этой связана тут. Ребенок, да, есть. То есть, ну, женщины родили, а мужчины тоже имеют ребенка, скорее всего. Если у вас детей нету, то у вас есть какая-то связь с высшими силами. Вы ее, может быть, не осознаете, но чувствуете. Вот так вот. И у вас есть, вы уже обрели связь с другим миром. Может быть, это высшие силы, а может быть, это связь с другим государством, ну, с другой страной. У вас родственники где-то в другой стране могут быть. Или далеко от вас. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, что сейчас скрыто от вас. Мы переходим в линию здесь и сейчас. Вот что от вас сейчас скрыто. Что скрыто сейчас от вас. Тайны. Ну, даже если вы сейчас не грустите,
от вас скрыта чья-то грусть, кто-то по вам скучает. Здесь нарисована женщина, ну, может, это и мужчина, в принципе. Поэтому вы не знаете, что кто-то скучает по вам. Что сейчас мешает идти дальше? Мешает вам, закрывает дорогу. Сейчас. Ну, смотрите, здесь интересно так. Вот это ваша цель. Ваше понимание. Ваши интересы. Вот это может быть не только ваши цели. Но как минимум точка зрения – это раз. Поэтому вам важен человек, который имеет другую точку зрения и критик. То есть вам мешает критика, точка зрения, конфликт с кем-то у вас есть. И вам мешает спешка. Вам она может мешать, спешка. Сейчас вот она вам мешает, останавливает вас. Хорошо. Что может спасти ситуацию, что может помочь сейчас? Смотрите, здесь служба, а здесь ангел-хранитель. Что может быть помочь, спасти? Ну или что может стать тем компромиссом, ну, который спасет ситуацию, да, вот так. Вы знаете, самое, что может спасти ситуацию? Бесстрашие. Вам не нужен страх, вам не нужно ничего бояться, вам не нужно никого сковывать, и нельзя сковывать себя. Еще раз. Бесстрашие. Где-то может быть даже риск. Вам можно рискнуть. Ну, прежде чем рисковать, нужно все взвесить. Не торопиться. Не торопиться. Но можно и нужно рискнуть. Но риск должен быть продуманный, оправданный, подстрахованный, да, то есть вам нужно тщательно все продумать. И спасти ситуацию может свободное движение, потому что несвободное недвижение вашу ситуацию только усугубляет, и вы проигрываете время. Но, возможно, вы как раз вот до этого момента вам и нужно было, да, вот дослушать, да. Почему? Потому что дальше пойдет движение некое. Если у вас вот эта часть, она тормозящая, да, чуть-чуть вот здесь приторможенная, то вот здесь вот больше динамики намного здесь. Поэтому спасение ситуации в том, что вы не боитесь, рискуете с умом, с головой, не наобум, да, не лишь бы, да, там сделать, а просчитать все, да. Любой побег нужно тщательно готовить, да, как говорится. И вам нужно действовать свободно, независимо от кого-то. Вот услышьте это. Хорошо. Какие энергии сейчас управляют вашей реальностью? Или какие энергии сейчас творят вашу реальность? Какие энергии творят вашу реальность? Или создают? Ух ты, вообще обалденная. Комбинация просто шикарная. Во-первых, это энергии мужские. Это целебные энергии. Это энергии мудрости, зрелости и энергии выдержки, ну, в плане неторопливости. И энергии баланса разума и души всегда. Здесь всегда баланс души и разума всегда будет. Причем у вас рядом ангел-хранитель. Хорошо, идем дальше. Хорошо, идем дальше. Какой вы сейчас шанс держите прямо в руках? Смотрите, вот он шанс, а вот дорогой подарок, который у вас есть. Ну или какой у вас ресурс есть, мощнейший инструмент, может быть.
Да тут без разницы, что бы вы ни держали, оно все равно будет все хорошо. Да? То есть у вас шанс изменить судьбу в лучшую сторону. Колесо фортуны. Какой шанс? Ну, шанс изменить судьбу или жизнь в лучшую сторону. Все, там шикарнейшие карты сегодня падают. Я, кстати, скажу вам, смотрите, тут шикарная комбинация на то, что вы вырветесь из какой-то очень сложной, плохой ситуации почти без потери. Или даже если будут потери, то отделаетесь, условно говоря, легким испугом. Освободитесь от чего-то, от какого-то прямо страшного, какого-то чего-то плохого, страшно плохого освободитесь. Ну вот вы уходите от этого все равно. То есть вы, по сути, вы вырываетесь на свободу, освобождаетесь. И это меняет вашу судьбу. Вы идете путем богатства, успеха. Смотрите, 9 пентаклей, паш пентаклей, колесо фортуны. Это очень крутая комбинация на самом деле. И она дает вам шанс на улучшение материального благополучия, семейного и здоровья. То есть работа, бизнес, деньги, семья и здоровье улучшаются. Что вы сейчас открываете для себя? Вот двери, проход, а это работа. Вот над чем вы работаете? Или какие главы книги вы читаете, да, и открываете для себя? Это что-то необычное прямо. Что-то очень необычное. Ну, я так скажу. Вы ищете то, что давно пропало, или то, что украли у вас, или то, что вы потеряли. Вы открываете для себя новую главу, которая забыта, утеряна, утрачена или украдена. Также вы открываете для себя нестандартный, необычный ход. Ну, например, смотрите, 7 мечей и 8 мечей. Этот ход, вот как будто бы вы ведете шахматную партию, и нужно сходить правильно или походить правильно, да? Походить правильно, чтобы не проиграть партию. Так вот, вы открываете для себя именно тот ход, который даст возможность вам выиграть эту партию. Ну и прекрасно. Ну и замечательно ведь, правда? А давайте теперь посмотрим, что будет в вашей жизни. Что начнет меняться. Давайте придем и посмотрим. Кто скучает по вам? Кто скучает по вам сейчас? Но в будущем этот человек может иметь для вас важное значение. Кто скучает по вам? Для мужчины это женщина. Для женщины это мужчина. И этот человек может даже дать вам и силу, и здоровье, и красоту. Это человек, скорее всего, огненного знака, особенно лев, овен или стрелец. И этот человек, который испытывает к вам какую-то страсть или пристрастие. Может быть, с этим человеком вы имели какое-то дело, работу или бизнес. Что прояснится в ближайшее время? Туз мечей. Что прояснится в ближайшее время? Откроется чувство. Прояснится, кто любит вас. Кого любите вы. Но больше прояснятся именно ваши чувства. Именно ваше сердце подскажет вам правильный ответ. Люблю или не люблю. Есть ли смысл или нету смысла дальше, да? То есть прояснятся чувства. Вы откроете и поймете. Поймете и почувствуете.
Кого вы любите? За что вы любите? Любите ли вы по-настоящему? От чего в ближайшее время вы освободитесь? Мы смотрим будущее с вами. Угу. Вы освободитесь от манипуляций, от темной магии, от мужчины, который манипулирует вами, от опасной манипуляции, ну и от магии, если вы знаете, что она на вас действительно есть. Также это могут быть любые кармические узлы и все негативное, которое связано с эзотерикой, магией и мистикой. Возможно, вы даже избавитесь от женщины, которая пытается вами управлять, или от назойливого начальника, да. Что у вас получится исцелить в ближайшее время? Ну, во-первых, у вас появится больше энергии, силы и здоровья. Это однозначно. У вас появится интерес к жизни. Но самое главное, вы исцелите свое чувство вины. И вы перестанете обижаться на человека, который вас обидел. Ну, вы так считаете. То есть уйдет обида. Что дарит судьба вам в ближайшее время? Какой подарок готовит судьба драгоценный? Любовь, чувства, отношения и очень хорошее настроение. В вашу жизнь идет мужчина. Ну и мужчина, может быть, допустим, откроется или откроет свои чувства какой-то барышне. Судьбоносные отношения идут в вашу жизнь. Мужчина здесь особенно знак зодиака Скорпион, Рыба или Рак. Что вы найдете в ближайшее время? Найдете то, что потеряли, найдете то, что у вас украли, найдете деньги, найдете работу, найдете, что купить и где продать. И найдете то, без чего вы не представляете свою дальнейшую судьбу. Что уходит из вашей жизни и с чем нужно попрощаться? Давайте посмотрим, с чем нужно попрощаться, вам сказать прощай или сказать, например, нам не надо быть вместе, да, вот так. Вам нужно попрощаться с разочарованием. Это раз, это однозначно. Потому что тут и карты в таком контексте падают. Пятерка, четверка. Пятерка мечей. Вам нужно попрощаться с неудачами. Вам нужно попрощаться с человеком, который вас предал. И вам нужно попрощаться с темной полосой в вашей жизни. Ну, с полосой, где у вас были потери, неудачи и вообще предательство, там такое, все самое плохое будет уходить. Классная карта в контексте того, что уходит. Прекрасно. А чему вам неизбежно придется открыть дверь? Что приходит в вашу жизнь? С чем придется здороваться, да? А здороваться вам придется с счастьем, с динамикой. Жизнь начнет динамично, ритмично радовать вас. Часто это и на объединение, часто это на радость в жизни. Это может быть и брак, бракосочетание, брачный союз, и объединение судеб, и сближение с людьми, с которыми вы когда-то побили горшки или разорвали отношения, или сближение с тем человеком, с которым вы долго не могли найти общий язык. Нужно просто открыться радости и впустить в свою жизнь все светлое, разноцветное. Все цвета радуги должны зайти в вашу жизнь. Но они не должны вам. Вы должны быть готовы их впустить. Хорошо. А чем сердце успокоится?
А сердце успокоится, знаете, есть такое состояние, называется кайфажорить. Так вот, сердце успокоится негой, да, нежиться будете. Может быть, вы будете нежиться на солнышке, а может быть, на пляжике возле чистой водички. Особенно если на пляже белый песок, как на Карибах или на Багамах, может быть, на Сейшелах, Мауи и так далее, да, но неважно, куда и где вы будете нежиться, важно тем, что ваше сердце успокоится счастьем для себя. И вы по-настоящему скажете себе, что счастье есть, оно существует. Зачем вы пришли на этот расклад? Давайте спросим. Почему вы до сих пор не выключили его? Потому что 13-й аркан говорит о том, что ваша жизнь неизбежно изменится. И изменится в том ключе, который вы чувствуете прямо сейчас. И ваша задача прямо сейчас закрыть глаза, прочувствовать, что вы чувствуете. И написать в комментарии, что вы чувствуете и как изменится ваша жизнь. Если этот расклад дал вам позитивный импульс солнца, импульс мужской энергии, импульс руны Сола для того, чтобы преодолеть все ваши препятствия и осуществить и реализовать перемены, судьбоносные перемены к лучшему, значит, этот аркан изменит вашу жизнь к лучшему, и ваша судьба заиграет всеми красками цветов радуги и принесет вам успех, здоровье, счастье, достаток, деньги и все, чего вы только можете пожелать и пожелаете для себя в комментарии. Услышимся, папа.